Привет, Арми! Снова добро пожаловать на канал Зона BTS. Все думали, что все закончилось одной строчкой «Я не твой номер 2». Но то, что произошло сразу после, изменило все, и почти никто к этому не был готов. Потому что в тот момент, когда Чингук вышел на сцену в Японии, что-то изменилось. Не стало громче, не стало очевидным, но стало тяжелее, словно он нес что-то, чего никто не мог полностью увидеть. И тут это случилось. Небольшое движение, такое быстрое, такое тонкое, что большинство людей его не заметили. Но не Тэхён. Его реакция сначала не выглядела драматичной, но если присмотреться, то можно заметить сдвиг, паузу, что-то в его выражении лица, о чем фанаты не перестают говорить. Это был шок? Это была эмоция? Или что-то более глубокое, что не должно было быть видно? Потому что, как только вы связываете этот момент с тем, что Чингук сказал раньше, это уже не кажется совпадением. Это кажется посланием. И самое страшное, если вы моргнете, вы пропустите ту самую секунду, когда все изменилось. Этот момент не вылился во что-то очевидное, и именно это делало его невозможным игнорировать. Он тихо растворился в атмосфере, почти скрытой под поверхностью, но его тяжесть ощущалась неоспоримо. Чон Чингук держался с тем же спокойствием, которое мир всегда видел. Однако в его движениях произошло едва заметное изменение, каждый шаг стал чуть более обдуманным, чем раньше. Сцена в Японии была наполнена энергией, окружена яркими огнями и знакомыми лицами, включая участников группы Snowman. Все должно было казаться нормальным, контролируемым, идеально соответствующим ожиданиям публичного выступления. Но для тех, кто внимательно наблюдал, что-то изменилось в тот момент, когда Чингук появился в этом пространстве. Это было не то, на что можно было указать мгновенно, это было то, что чувствовалось. Его присутствие несло в себе тихую интенсивность, такую, которая не требует внимания, но естественным образом притягивает его. И затем, посреди этой тщательно контролируемой обстановки, это произошло. Движение настолько незначительное, что едва заметно в реальном времени, но достаточно точное, чтобы казаться преднамеренным. Не преувеличено, не драматично, но именно там, где нужно. И напротив него Ким Тэхён это увидел. Не было никакой мгновенной реакции, которая привлекла бы внимание всех присутствующих. Никакого резкого изменения, которое нарушило бы ход событий. Но была пауза, доля секунды, когда его выражение лица перестало соответствовать моменту. Это было едва заметно, почти невидимо, но, замеченное однажды, оно изменило все в понимании этой секунды. Потому что это выглядело не как удивление. Это выглядело как узнавание. Эта единственная деталь превратила весь момент в нечто гораздо более сложное. Потому что узнавание подразумевает знакомство. Оно предполагает, что то, что только что произошло, не было случайным, не было неожиданным. Это было нечто, что имело смысл еще до того, как произошло. И именно здесь начало нарастать напряжение, которое никто не мог легко объяснить. Чингук не последовал ничему очевидному. Никакого второго действия, никакого видимого подтверждения, ничего, что могло бы четко определить значение этого момента. Вместо этого он двинулся вперед, как будто ничего не изменилось. Но именно это и выделяло этот момент. Потому что, когда что-то действительно ничего не значит, нет необходимости делать вид, что этого не было. Тэхён, с другой стороны, тоже не полностью вернулся к своему прежнему ритму. Была небольшая задержка, тихая перенастройка, длившаяся всего секунду, но этого было достаточно, чтобы предположить, что что-то изменилось внутри. Не настолько, чтобы нарушить момент, но достаточно, чтобы оставить след. Фанаты, которые позже пересмотрели видео, начали замечать закономерности, которые раньше не были очевидны. Время этого движения, то, как они оба изменили свое поведение после этого, последовавшая за этим тишина, все это начало казаться связанным, как части чего-то большего, что еще не было полностью видно. А затем наступил момент, который сделал все еще труднее игнорировать. Сразу после этого тонкого обмена взглядами наступил момент, когда внимание Чингука, казалось, снова немного сместилось, совсем чуть-чуть.
Не настолько, чтобы это было очевидно, но достаточно, чтобы предположить, что его внимание больше не полностью сосредоточено на настоящем. Словно часть его все еще была запечатлена в тот самый момент, прокручивая его в памяти, цепляясь за него. В то же время самообладание Тэхёна оставалось неизменным. Но теперь за этим скрывалась какая-то тихая тяжесть, нечто, что нельзя было бы назвать печалью или шоком, а нечто более глубокое, нечто, находящееся между этими эмоциями, не раскрываясь полностью. И именно это заставило некоторых зрителей усомниться в том, что они видят нечто большее, чем просто мимолетную реакцию. Потому что, когда эмоции неясны, они кажутся более реальными. Присутствие снеговика и структурированный характер события создали контраст, который только подчеркнул этот момент. Все вокруг было контролируемым, предсказуемым, двигалось именно так, как ожидалось. И прямо посреди всего этого этот небольшой, почти незаметный сдвиг нарушил эмоциональный поток таким образом, который трудно было объяснить. Никто на сцене не обратил на это внимания. Никто не сделал паузу. Мероприятие продолжалось точно по плану. Но для тех, кто это заметил, все уже не ощущалось так же. Потому что в этом пространстве между ними произошло нечто, что не входило в сценарий. И что делало это еще более захватывающим, так это то, что ни один из них не пытался это прояснить после. Никакого публичного признания, никаких тонких намеков, ничего, что могло бы подкрепить растущие предположения. Молчание не завершило момент. Оно его расширило. Потому что без ответов каждая деталь становится возможностью. А этот момент был полон деталей. Чем чаще его повторяли, тем больше казалось, что это единственное движение было не просто реакцией на прошлое, а чем-то связанным с ним, чем-то, что отсылало к тому предыдущему заявлению, к тому тихому напряжению, к тому неразрешенному чувству, которое никогда полностью не исчезало. Это поднимает вопрос, на который до сих пор никто не смог ответить. Если этот момент был преднамеренным, если он был замечен, понят и остался невысказанным обоими, то что именно они пытались скрыть? Этот вопрос не давал покоя. Он следил за каждым новым видеороликом, каждым появлением, каждым небольшим взаимодействием, которое происходило после. Потому что, как только такой момент замечают, он не остается изолированным. Он начинает связываться со всем остальным. И чем больше фанаты обращали внимание, тем больше казалось, что это был не единственный случай подобного рода. Были и другие моменты, не идентичные, не очевидные, но похожие по ощущениям. Небольшая задержка перед реакцией. Взгляд, который задержался чуть дольше, чем нужно. Сдвиг в энергетике, который нельзя было объяснить одной лишь ситуацией. И когда эти моменты сопоставлялись, начинала формироваться закономерность, тихая, тонкая, но невозможная для игнорирования. Чон Чингук казался еще более сдержанным, но не так, как люди привыкли. Это было не просто профессионализмом. Это было похоже на осознание, словно он точно знал, насколько заметным стало каждое его движение, и тщательно выбирал каждое из них. Такая точность не возникает из ниоткуда. Она возникает от понимания того, что что-то уже было увидено. В то же время Ким Тэхён не отстранился, но и не закрыл пространство полностью. Его присутствие оставалось устойчивым, сбалансированным, почти намеренным, достаточно близко, чтобы все выглядело естественно, и достаточно далеко, чтобы все было сдержанно. И это равновесие создавало напряжение, которое не нужно было описывать словами, чтобы почувствовать. Затем наступил еще один момент, который снова все изменил. На этот раз это произошло не на главной сцене. Это не было окружено таким же уровнем внимания, но каким-то образом это имело тот же вес. Чингук двигался как обычно, но на секунду, всего на секунду, его движение замедлилось, почти как будто он собирался повторить что-то из прошлого. И снова он остановился. Не так резко, не так заметно, но колебание было. И на этот раз все было иначе, дело было не только в замешательстве. Дело было в реакции Тэхёна. Потому что на этот раз задержки не было. На мгновение его внимание мгновенно переключилось, словно он этого ожидал. Не удивленный, не застигнутый врасплох, готовый. И эта единственная деталь изменила все восприятие.
потому что предвкушение означало, что это уже не ново. Это случалось и раньше. Может быть, не совсем так же. Может быть, не в той же самой обстановке. Но достаточно, чтобы это было распознано без колебаний. И это осознание направило сюжет в совершенно другое русло. Потому что теперь дело было не просто в одном эмоциональном моменте. Дело было в повторении. В закономерности почти действий. В серии выборов, которые останавливались прямо перед тем, как стать чем-то реальным. И чем чаще это происходило, тем труднее было поверить, что это совпадение. Что делало это еще более напряженным, так это неизменная тишина, которая следовала за каждым из этих моментов. Никакого подтверждения. Никакой четко определенной реакции. Ничего, что подтвердило бы то, что, как казалось, они видели. Только то же сдержанное спокойствие. Те же осторожные движения. То же тихое пространство между ними. Но молчание не стирает смысл. Оно защищает его. И в этом случае казалось, что что-то защищается, что-то, что не должно было быть полностью увидено, но и полностью скрыть тоже нельзя. Потому что если бы это было ничем, это бы не повторялось. А если это будет повторяться, то рано или поздно один из этих почти моментов не прекратится. Что приводит к вопросу, который теперь невозможно игнорировать. Что произойдет, когда он впервые не будет сдерживаться? Возможность того, что этот момент наконец переступит черту от почти к реальности, начало менять то, как все воспринималось. Речь шла уже не просто о том, чтобы оглянуться назад. Речь шла о том, чтобы смотреть вперед, ждать той самой секунды, когда нерешительность исчезнет, а на ее место придет нечто неоспоримое. Потому что закономерности не повторяются вечно, не развиваясь. И эта закономерность приближалась. В следующем появлении ничего. Сначала все казалось иначе. Та же контролируемая обстановка. То же спокойное присутствие. Тот же баланс между обыденностью и чем-то невысказанным, скрывающимся под ней. Чингук двигался с точностью, каждое действие было выверено, каждая реакция идеально рассчитана по времени. На первый взгляд, все было безупречно. Но под этой поверхностью что-то ощущалось более напряженным. Не в негативном смысле, а сосредоточенным, словно все сузилось до мельчайших деталей, до небольших решений, которые теперь имели больший вес, чем раньше. И когда человек настолько осознает происходящее, даже малейшие изменения становятся значимым. Напротив него Ким Тэ Хён сохранял то же спокойное присутствие. Но теперь была разница во времени. Тонкая готовность, которая раньше не была так заметна. Не очевидная, не преувеличенная, но достаточно ощутимая, чтобы предположить, что он больше не просто реагирует. Он предвкушал. А предвкушение меняет все. Потому что, когда два человека осознают один и тот же невысказанный момент, расстояние между ними перестает быть случайным. Это становится чем-то общим, чем-то, сформированным обеими сторонами без необходимости признавать это. Затем это повторилось. Еще один момент. Еще одно почти повторение. Движения Чингука замедлились, не намного, но достаточно, чтобы это выглядело намеренно. Замедление, которое возникает не просто от колебания, а от обдумывания. Как будто он не просто решал, что делать, он решал, позволить ли это увидеть. И на этот раз пауза длилась чуть дольше. Достаточно долго, чтобы почувствовать себя по-другому. Достаточно долго, чтобы почувствовать себя опасным. Потому что чем дольше длится такой момент, тем сложнее от него отстраниться, не оставив следа. И в этот короткий промежуток времени казалось, что вот-вот всплывет что-то настоящее, что-то, что сдерживалось не раз. Реакция Тэ Хёна мгновенно соответствовала этому. Никакой задержки. Никакой путаницы. Просто прямой, почти мгновенный сдвиг фокуса, зафиксировавшийся в эту самую секунду. И впервые ему показалось, что он не просто заметил это. Ему показалось, что он ждал, наконец, произойдет ли это. Эта доля секунды затянулась дольше, чем следовало. А потом Чингук снова отступил.
На этот раз это не была полная остановка. Это было контролируемо, выверено, словно он достиг края и очень осознанно решил его не переступать. И этот выбор имел больший вес, чем любое действие. Потому что он подтвердил то, что никто не мог доказать раньше. Это не было случайностью. Это не было бессознательным. Это было решение. Повторяющееся решение. А такие решения не принимаются без причины. Энергия после этого не вернулась к норме. Она успокоилась, стала чем-то более тихим, чем-то более тяжелым. Не сломанным, не неловким, но, несомненно, другим. Как будто они оба осознавали, что снова достигли той же грани, и снова отступили вместе. И, возможно, именно это делает эту историю такой неразрешимой. Потому что дело не в том, что произошло. Дело в том, что почти повторяется и постоянно останавливается в одной и той же точке. Но шаблоны не вечны. В конце концов, что-то меняется. В конце концов, один момент заходит слишком далеко. И когда это происходит, вернуть все на круги своя уже не получится. Так что теперь вопрос не только в том, повторится ли это снова. Вопрос в том, когда. И когда этот момент, наконец, не прекратится, кто первым разорвет этот шаблон. Чем дольше продолжался этот шаблон, тем труднее было поверить, что он останется неизменным навсегда. Потому что такое повторение не просто создает напряжение. Оно создает давление. А давление всегда требует разрядки. Теперь каждое новое появление ощущалось как невидимый обратный отсчет. Не анонсированный, не подтвержденный, но ощущаемый теми, кто внимательно следил за происходящим с самого начала. Ожидание не было громким. Но оно было. Ожидание. Того самого момента, когда все изменится настолько, что его уже невозможно будет контролировать. И когда Чингук вышел на сцену, это чувство последовало за ним. Незаметное для всех. Но невозможное для игнорирования для тех, кто уже знал, куда смотреть. И, возможно, то, чему мы только что стали свидетелями, не было концом этой закономерности. Возможно, это было начало чего-то, что они больше не могут скрывать. Потому что когда момент приближается, он не исчезает. Он ждет. Так что настоящий вопрос не в том, что только что произошло, а в том, что будет дальше.